Мы продолжаем серию передач о молодежном студенческом театре «Стук». В прошлый раз ребята сказали, что они уезжают из Николаева. И вот они только что приехали. Идите сюда, ребята, я вас приветствую. Здравствуйте. Садитесь, ребята, садитесь. Ну, я не знаю. Вот мне сейчас, как ведущему, положено вас представлять. Но я этого делать не буду, знаете, по какой причине? Я хочу сэкономить время, понимаете? Да. Поэтому вот берем быка за рога и вспомним вот ваш спектакль и как мы провели те передачи на хорошем ритмике, да? И сейчас покажем отрывок из этого спектакля. Пошли! We'll get a feeling. I'm gonna make you a star. First we'll improve a bit of Mother Nature. I got a doctor friend, you see. Imagination plus foundation. While I brand you need to get to the big time. I've got big time friends who wanna make sure. Don Perignon and caviar. Late night, yes sir. Let's do good presser and takes a girl pretty far. So now my name is light about the title, or it's not on the dotted line. On the clocks now, I call the shots now. When there's a contract to sign, I'm up in the big time, so I made them wait. I'm up in the big time, so I'm always late. I tell them, well, let's do not begin that I want to find about the big brass flat, big time bunch. Ну вот, вы понимаете, что, Артем, из чего я хочу, как белорусы, зрители это все воспринимали. У нас Украина, у нас демократическая страна, но я 25 лет жил в Беларуси, знаю, что такое белорус. Я еще в социалистической Белоруссии жил. Да сейчас там все это осталось, вы же заметили, да? Да. Как вот это все, а не вот это все обнаженное, как воспринимали? Ну, хочу сказать, что белорусский зритель, конечно, немножко был шокирован, потому что у них там отдел идеологии, у них четкое как бы создание партийности, целенаправленности, даже эфиры, которые мы попадали на эфиры, все было четко, все было сказано так, что вы будете о чем говорить. Но так мы вот ворвались в этот фестиваль и показали вот этим спектаклем, открывали фестиваль. Конечно, жюри, председатель жюри, представители драматических театров немножко были в шоке. Как оценивать вот молодежный театр, а когда Юрик еще станцевал танец живота, то, конечно, это порвало всех. Я хочу сказать, вот как бы вы показали хореографию, мы в номинации «Лучшее хореографическое и пластическое решение спектакля» мы являемся победителями в этой номинации, одна из которых мы получили. Ну как получилось, что я попал именно в то, что здесь будет? Да? И вот точно это... Мы правда же не договаривались? Конечно. Ну вот такой диплом, да? Ну да, и очень интересные результаты. И
И вообще в целом наш спектакль отличался от всех работ, которые были предложены в фестивальной программе. А чем? Ну, во-первых, искрометностью, яркостью, дерзкостью ритмика, темы, то, о чем мы ритмикой, говорили, да, да? то, что мы говорили как раз. И мы вот, открывая фестиваль, потом как бы программа пошла гладенько. Было драматическое искусство, экспериментальные работы. Но мы как бы вот ярко, красиво открыли этот фестиваль. И лучшая оригинальная постановка тоже была у нас. Ну, это надо было на закуску. Ну, как это? Еще будет, еще же не все. Артем, ребята, а сколько было представлено, сколько приехало театров? 18 театров. Откуда из дальнего чего-то приезжали, кто там был? Ну, я хочу сказать, что мы съездили не просто так, мы пригласили к нам, и к нам приедут тоже эти театры. Это будет летом летняя театральная школа, это Латвия, Литва, Эстония, Германия, это Кёльн, Академия театрального искусства, они приедут, педагоги-специалисты. Это Мрожик, постановка, которую привезет Латвийский театр, они эталоном вот экспериментальной работы. Это будет в конце июня в Очакове, в Николаеве будет показана такая международная летняя театральная школа. И могут принять участие как наши руководители театральных коллективов, и также со всей Украины. Съедутся именно к нам, в Николаев, и мы опять хотим подтвердить, что Мека Николаев, город театральный, столица театрального искусства, как бы в аналог вот южных масок. А почему в Беларуси, в Барановичах это было происходило? Знаете, ну вот вообще Барановичи в этом году являются столицей молодежной культуры. И во всем в Республике Беларусь проходит под эгидой Год культуры. И так сложилось, что мы представляли не только как бы театральное искусство, но и молодежную культуру. Вот Машенька у нас очень хорошо представила фольклорную программу. Куполинка, да, она спела на открытии. И такой вот, может быть, нас Николаев уже написали, что на открытии вырубился свет. Это было интересное событие. Девчонки вышли на сцену, акапельно начали петь. Это энергетики, ну как бы вырубился свет, оказывается, во всем Барановиче. Как бы выключился свет, было техническое. И там так бывает. И так бывает, да. И девчонки не растерялись. Нет, они спели и вторую песню, и третью песню, и представили вот колорит наших красивых голосов. Девчонки были поражены реакцией зала, зал включил фонари, телефоны, сейчас век технологий, это была такая вот дух, атмосфера, мы зарядили и джазом, и открытием вот этой программы, которая была на фестивале. Артем, давай дадим ему немножко сказать, у них тоже что-то есть на душе, правда? Давай, Маша, говори. Я очень впечатлена этой поездкой, до сих пор, я уверена, не только я, а все наши ребята не могут прийти в себя, потому что на самом деле вот этот момент, который Артем Александрович говорил со светом, это, наверное, было очень незабываемо. Вот одна мысль о том, одно воспоминание заставляет бегать по телу мурашки, вот просто. Такого у меня еще не было. Пою давно, но это такое было вот первый раз. Вот эта энергетика бешеная просто. Вот, я очень благодарна ребятам и благодарна вообще абсолютно всем, кто нас поддерживал. Это было незабываемо. И как раз вот под этот случай я и предлагаю посмотреть очередной отрывок.
just too good to be true. Can't take my eyes off you. I love you, baby, and is this what of lie? I love you, baby, to warm and lonely night. I love you, baby, trusting me when I say, oh pretty baby, and is this what of lie? Oh pretty baby, to warm and lonely night. And this I love you, baby, love say love you. Маша, получила что-нибудь за это? Ну, конечно, диплом, номинация «Блеск и мастерство эпизода». Мария Павлишина. Вот так вот, да? Посмотрим. Я прошу показать и диплом, и красивое лицо нашей актрисы Маши. Да, вот Машенька у нас тоже победительница в этой номинации. Маша, ну ты же ожидала такого или нет? Или все-таки так это все? Если честно, я не ожидала. Ну, это на кому ты там улыбнулась, там, из жюри, там, У или... меня был замечательный миллионер. Да, между прочим, все же миллионеры. В Беларуси миллионы. Да. Ну, да, это совершенно точно. Так со мной было, когда один раз пришел домой и сказал, на Украине, я уже миллионер. Это когда у нас ходили. Помните, такие? Женя, на твой интеллектуальный, взыскательный, изысканный ум, что тебе самое интересное было и в Беларуси, и на фестивале? Очень много общения. Очень много общения. То есть люди раскрывают себя совершенно с разных сторон, коллективы раскрывают себя совершенно с разных сторон. И это дает такой заряд позитива просто глобальный, что ты просто приезжаешь и начинаешь его выливать на всех. Это очень здорово. Это очень здорово. Ну, а как там принимали вас? Принимали очень-очень здорово. Отлично принимали. Хлеб, соль, все рады, счастливы такому общению, такой возможности пообщаться, Но у вас нашему приезду. появилось такое ощущение, что вот как о белорусах говорят, такие спокойные, добрые, хорошие. Да, абсолютно люди, верно. да? Спокойные, гостеприимные, спокойные. И вот как бы очень приятно было, что доброжелатели абсолютно все. Мы, естественно, поехали в Минск, Так. посетить знаменитую библиотеку, Ой, посмотреть такие были экскурсию. Минск, Да. Боже. Мы посмотрели этот прекрасный город, столица, Как очень я чистый. И завидую, это очень Боже приятно. мой. Там уже закончил институт, и вообще, это Белоруссия для меня, не знаю, что и чего. Вот кроме этого какие. Вот были какие-то такие встречи, которые просто неожиданные оказались для вас, и которые раз это запомнится навсегда. Ну, я хочу сказать, мы же не можем просто сидеть на месте. Вот как бы ребята, как бы спектакли, фестивали, общение. Я пошел в городской совет познакомиться с мэром, с начальником отдела культуры, искусств, у них отдел культуры и идеологии, наладить связи, потому что действительно как бы налаживать мосты. Да, Они да, приезжают к нам, мы приезжаем к ним, как бы почему бы и нет. Может быть, даже в перспективе сделать город-побратим между вот видите. Барановичем и Да, Николаевым. да, это очень Вот. И хорошо. они организовали нам потрясающие экскурсии по городу Барановичи, Да. рассказали историю, связи, которые связывают нас полностью. Очень была приятная компания и очень была беседа интересная. Здесь нет одного исполнителя, слава богу, Женя есть, все хорошо. Партнера твоему по спектаклю. Как его зовут? Юрий. Ну, фамилию. говори. Шойка. Я не могу не показать снова нашим николаевским девушкам этот эпизод этого Юру, который так выкручивает в этом спектакле все. Покажите, пожалуйста.
Все. Я живу в последнее время вместе с вами такой насыщенной театральной жизнью, а тут еще вот надо представлять все это дело, представляете? Да, ну что, завтра у нас 27 апреля состоится премьера мюзикла «Алые паруса», который посвящается нашему 15-летию. Театру «Стук» завтра исполняется 15 лет, и вот у нас как бы главные герои: Мария Павлишина, Ассоль, которая будет исполнять, и Эгель, рассказчик, повествователь Евгений Блюменфельд. Ну, да, давайте, герой и героиня, мы вас слушаем, говорите, чего вы там хотели и чего вы добились, говорите. Ну, я думаю, песни. Да, я думаю, давайте споем. Кто первый? Ты, Женя? Да, давайте, да. Женя, я понимаю, что это мюзикл есть мюзикл, да, это очень трудно, так сказать. И это, я знаю, что сейчас идет только лишь минусовочка, ты будешь петь вживую, конечно. Поэтому, зрители, смотрите, это не специально записано где-то там в студии звукозаписи. Это вот здесь, у нас, прямо здесь все это нормально. Пошли. В адском поселке у синего моря дитя появилось на свет. Ей выпадет много страданий и горя, но нет в жизни счастья без бед. Одна без друзей и в объятиях природы она проведет много лет и встретит большую любовь через годы. Но это пока что секрет. Если очень верить в чудеса, то одно останется судьбе. В алый цвет раскрасит паруса, на которых мчит любовь к тебе. В рыбацком поселке мечтать не умеют, никто в жизни чуда не ждет. Но как-то вдали паруса залеют, и в сказку поверит народ. Ла-ла-лай, ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ну вот, как бы, да, это рассказчик, который повествует о нашей истории. Да, хорошо. Расскажите, Артем, вместе с ребятами, что напрягало больше всего в репетициях, подготовке. Все-таки это необычно схватиться за такое дело. Извините, пожалуйста, голоса есть голоса. Одно дело так исполнять там где-то, там немножко мюзик, а вот здесь же это уже серьезно. Знаете, когда я задумался, а что же такое сделать на 15-летие? Это все-таки юбилей, это театр, коллектив. У нас город Святого Николая. Город моряков, рыбаков. И я думаю, история любви, и самое главное, что многие николаевцы забывают о том, что мечтать. Нужно мечтать и верить в мечту. И когда мы занялись подготовкой постановки этого спектакля, ну, я сразу же понял, что Мария у нас будет Ассоль. Потому что это роль ее в образе, я помню... Ну чего, вот она такая. Да, вот она такая по жизни. Она мечтает, она дарит людям праздник, мечту. И вот с 3 лет мы знакомы с ней. И она в коллективе росла, это ее роль, главная героиня. А когда есть главный герой, когда есть в коллективе работа, конечно, ребята у нас некоторые не совсем поющие, но у нас есть хормейстер Екатерина Мирзаян, которая практически сделала волшебство. Она создала вот действительно хорошую атмосферу. И вот так вот вместе с театром танца «Ритмы планеты» с Ириной Пак, это потрясающие балетные постановки этого спектакля, мы сделали вот этот праздничный спектакль, мюзикл «Феерию». Сколько спектаклей будет участвовать, сколько на сцене будет человек? Честно, 95 человек. Да, вот этот маленький скромный наш. Сколько вы репетировали? Не поверите, 1,5 месяца. 1,5 месяца, и у нас готов спектакль. Это подчеркивает, что аматорский театр «Стук»
подошел к той черте, когда аматорство и самодеятельность заканчивается. Ну, у нас и сегодня маленькая ночь, вот за ночь перед премьерой, как раз, чтобы довести это дома. Но и Мария, я думаю, расскажет и споет тоже о чем. Мария, ну расскажи и спой, ради Бога, я готов тебя слушать. И все зрители тоже. Я вам спою. Сейчас музыка. Кораблик мой, плыви за тысячи морей к далекой, незнакомой стороне, к тем самым берегам, где мой далекий Грей пока еще не знает обо мне. Я построю маяк до неба, я на небе зажгу звезду, чтоб кем бы ты ни был и где бы ты ни был, ты знал, что тебя я жду. Спасибо, что пришли. Не выключайтесь вместе со мной, конечно, из этой ритмики вашей театральной жизни. Спасибо. Я желаю, чтобы ваша премьера состоялась с большим успехом. Я приглашаю всех николаевцев прийти на этот спектакль хотя бы потому, что вы можете представить, человек правду сказал. Я думал, что он скажет, 100 человек будет на сцене. Нет, честно сказал, 90. Но 90 – это же 90. Это же очень много. Желаю вам успеха. До встречи. До свидания. Спасибо. Спасибо вам. Спасибо большое.